Февраль был очень насыщенным периодом, и он, кстати, продолжается в марте, очень насыщенным именно на астрономические явления, такие как коридор затмений, полнолуние, суперлуние, парад планет. И все это приходилось вот на конец февраля и начало марта. А как вы знаете, космические явления, они длятся очень долго. Это не так, что в один день, там, какой-то короткий период времени. Космические явления, они длятся как минимум неделю до и после. Это как минимум. В зависимости от вашей чувствительности, конечно, кто-то это чувствует намного раньше. Поэтому, если там речь идет о коридоре затмений, это кармический период. И я в этих видео говорю о личных, в основном, о личных каких-то аспектах. Я не говорю о политике, но вы сами это ассоциируете на политику. То есть коридор затмений, кармический период, то это, как правило, в плане глобальном. Что это может быть? Что мы опять проходим какие-то уроки. Мы повторяем какие-то уроки. Человечество не прошло какой-то урок. Это не только касается личной жизни, это касается каких-то уроков на глобальном коллективном уровне. То есть начинаются войны, начинаются международные конфликты, опасность для выживания человечества. Какой урок не прошло человечество? Какой урок мы не прошли? И тут нужно вот именно также думать на коллективном уровне, потому что я не обсуждаю на своем канале политические вопросы, да, но вы сами можете это все ассоциировать. Затем полнолуние, суперлуние, да, это тоже связано с чем? Во время полнолуния, суперлунии очень сильно активируются энергии, тоже мощные энергии, да, потому что Луна влияет очень мощно на человека, на его какие-то темные стороны. Какие темные стороны именно выявляются во время полнолуния, а тем более суперлуния? Тут идет как бы конфликт между эго, да, обостряется эго, да, и душа, да, можно сказать, духовный какой-то конфликт может быть, да. То есть это уже, если смотреть на личном уровне, это так, да, какой-то конфликт эго, какие-то темные стороны, подавленные стороны человека могут проявляться, его это теневая личность, да. Вот. А на глобальном уровне это что? Что это на глобальном уровне? То же самое, понимаете? Мы знаем, что политика, она управляется личностями, да? Личность может тоже проявлять какие-то свои теневые стороны, да? Теневые стороны, которые, может быть, были спрятаны, подавлены, и тут они выходят наружу, да? Выходят наружу. И тут вы можете смотреть на политику, да? Что происходит в мире, какие теневые стороны проявляются в лидерах, например, да, в лидерах, которые вершат какие-то политические события, происходят, да, этими людьми. Вот именно на конец февраля, вы знаете, 28 февраля произошел конфликт между и до сих пор происходит между США, Израилем и Ираном, да, вот. Тоже подумайте, как это, почему именно в этот период. Как раз в этот период у нас было что? У нас был коридор затмений, у нас было полнолуние, и у нас еще в этот период парад планет, а это тоже очень мощные энергии, когда целые там 6 планет выстраиваются поблизости Земли, понимаете? И они, естественно, эти все энергии влияют на Землю. Вот каждая со своей какой-то энергией. Еще это ассоциируется с ретроградным Меркурием. Меркурий — это планета коммуникаций. Когда это ретроградная Меркурия, тем более в водных знаках происходит этот процесс, то это говорит о том, что нету коммуникации никакой.
такой ретроградный момент. Нету коммуникации в вашей личной жизни какие-то, посмотрите моменты, да, где у вас какие-то проблемы с коммуникацией. Это может быть в семейных аспектах, в деловых аспектах. Что-то не идет, да. Обычно в такие моменты говорят, не надо начинать какие-то новые дела, новые договоры, новые проекты, потому что это безуспешными могут быть. Поэтому вызвать проблемы в коммуникации. А теперь экстраполируйте это на международные отношения. Что происходит? Нету коммуникации между странами. Страны не могут договориться. Лидеры стран не могут договориться между собой. И начинаются военные действия. На моем канале я не обсуждаю политические вопросы, но вы сами можете экстраполировать их как на личный уровень, на общественный уровень, и коллективный уровень, и политический уровень в том числе, да, социальные какие-то аспекты. Вот. Поэтому, как вы видите, февраль оказался действительно очень сложным периодом, и тут же соответствовало очень многочисленным таким космическим явлениям, которые с астрологической точки зрения объясняются. Астрология — это наука, которая объясняет, как микрокосм влияет на макрокосм. И наоборот, макрокосм, то есть планеты, звезды, галактики, как они влияют на нас, на людей на личном плане и на коллективном плане. Поэтому есть повод, чтобы задуматься, когда вы слушаете какие-то астрологические прогнозы. Но когда мы смотрим на астрологию в общем плане и смотрим на нее с точки зрения коллективного уровня, и мы можем сразу найти какие-то объяснения каким-то событиям, которые происходят на политическом уровне. Это все взаимосвязано. Как говорится, макрокосм с микрокосмом, и наоборот, микрокосм влияет на макрокосм.